Шерлок Холмс. История отошедшего от дел красковара. В то утро Шерлок Холмс находился в меланхоличном и философском настроении. Его деятельная, практическая натура была склонна к подобным перепадам. «Ты видел его?» — спросил он. «Ты имеешь в виду того старика, который только что вышел?» «Именно. Да, я встретил его у дверей. И что ты о нем думаешь? Жалкое, беспомощное, сломленное существо. Вот именно, Ватсон. Жалкое и беспомощное. Но разве не вся наша жизнь жалка и беспомощна? Разве его история — это не микрокосм всего бытия? Мы тянемся к чему-то. Мы хватаем это. И что в итоге остается у нас в руках? Тень. Или, что еще хуже, страдание. Он один из твоих клиентов? Ну, пожалуй, можно сказать и так. Его прислали из Скотленд-Ярда. Точно так же, как врачи порой отправляют своих безнадежных больных к шарлатану. Они рассуждают так, сами они больше ничего сделать не могут, а пациенту, что бы ни случилось, хуже уже не будет. А в чем дело? Холмс взял со стола довольно грязную визитную карточку. Джозайя Амберли. Он говорит, что был младшим партнером в фирме Брикфолл и Амберли, которая производит товары для художников. Ты мог видеть их названия на коробках с красками. Он скопил небольшое состояние, отошел от дел в возрасте 61 года, купил дом в Люишами и устроился на покой после жизни, полной непрестанного труда. Можно было подумать, что его будущее вполне обеспечено. Да, уж конечно. Холмс бегло просмотрел кое-какие заметки, набросанные им на оборотной стороне конверта. Вышел на пенсию в 1896 году, Ватсон. В начале 1897 года он женился на женщине, которая была на 20 лет моложе его, и к тому же хорошенькой, если фотография не льстит. Достаток, жена, досуг, казалось, перед ним прямая и гладкая дорога. И все же не прошло и 2 лет, как он превратился, как ты сам видел, в самое сломленное и несчастное существо, какое только ползает под солнцем. Но что же произошло? Старая история, Ватсон. Вероломный друг и ветреная жена. Похоже, у Амберли есть одно увлечение в жизни — это шахматы. Недалеко от него в Люишами живет молодой доктор, который тоже играет в шахматы. Я записал его имя, доктор Рэй Эрнест. Эрнест часто бывал в доме, и близость между ним и госпожой Амберли стала естественным следствием, ведь ты должен признать, что наш несчастный клиент обладает немногими внешними достоинствами, какими бы ни были его внутренние добродетели. На прошлой неделе эта парочка сбежала вместе, направление неизвестно. Более того, неверная супруга прихватила с собой шкатулку с ценными бумагами старика в качестве личного багажа, а в ней находилась добрая часть его жизненных сбережений. Сможем ли мы найти эту даму? Сможем ли мы спасти деньги? Банальная задача, судя по тому, как разворачиваются события, и все же жизненно важная для Джозайи Амберли. И что ты собираешься делать? Ну, ближайший вопрос, мой дорогой Ватсон, заключается в том, что будешь делать ты. Если ты будешь так любезен, что подменишь меня. Ты ведь знаешь, что я поглощен делом 2 коптских патриархов, которое должно решиться именно сегодня. У меня действительно нет времени ехать в Люишем, и все же показания, взятые на месте, имеют особую ценность. Старик очень настаивал, чтобы поехал именно я, но я объяснил ему свои трудности.
Он готов принять моего представителя. «Разумеется», — ответил я. «Признаться, я не думаю, что смогу принести много пользы, но я готов сделать все, что в моих силах». И вот, в один из летних дней я отправился в Льюишем, даже не подозревая, что не пройдет и недели, как дело, в которое я ввязался, станет предметом горячих споров по всей Англии. Было уже поздно вечером, когда я вернулся на Бейкер-стрит и отчитался о своей поездке. Холмс лежал, вытянувшись во весь свой худой рост в глубоком кресле. Из его трубки медленно велись кольца едкого табачного дыма, а веки были опущены так лениво, что он казался почти заснувшим. Но стоило мне сделать паузу или дойти до сомнительного места в моем рассказе, как они приподнимались, и два серых глаза, ярких и острых, как рапиры, пронзали меня своим испытующим взглядом. «Приют, так называется дом господина Джозайя Амберли», — объяснил я. «Думаю, он заинтересовал бы тебя, Холмс. Он похож на какого-нибудь обедневшего патриция, который опустился до общества людей низшего сословия. Ты ведь знаешь этот район, эти однообразные кирпичные улицы, эти унылые пригородные шоссе. И прямо посреди них, точно маленький островок старинной культуры и уюта, стоит этот старый дом. Он окружен высокой, выжженной солнцем стеной, покрытой лишайником и поросшим мхом. Знаешь, такая стена. «Оставь поэзию, Ватсон», — строго прервал меня Холмс. Я записал «высокая кирпичная стена». Вот именно. Я бы и не узнал, где находится приют, если бы не спросил у праздно шатавшегося мужчины, который курил на улице. У меня есть причина упомянуть о нем. Это был высокий, темноволосый человек с пышными усами и довольно военной выправкой. Он кивнул в ответ на мой вопрос и бросил на меня странный, испытующий взгляд, о котором я вспомнил чуть позже. Едва я вошел в ворота, как увидел господина Амберли, который шел мне навстречу по дорожке. Утром я видел его лишь мельком, и он, конечно, произвел на меня впечатление странного существа, но когда я разглядел его при полном свете, его внешность показалась мне еще более необычной. Разумеется, я сам изучил ее, и все же мне интересно узнать твое впечатление, сказал Холмс. Мне он показался человеком, который в буквальном смысле слова согбен под тяжестью забот. Его спина была согнута так, будто он нес тяжелое бремя. И все же он не был тем слабаком, каким я вообразил его сначала. Его плечи и грудь сложены, как у великана, хотя фигура сужается к низу и переходит в пару тонких, как веретено, ног. Левый ботинок помятый, правый — гладкий. Этого я не заметил. Ну, конечно, ты и не мог заметить. Я разглядел у него искусственную ногу. Но продолжай. Меня поразили змеящиеся пряди сидеющих волос, которые выбивались из-под его старой соломенной шляпы, а также его лицо с яростным, нетерпеливым выражением и глубокими морщинами. Очень хорошо, Ватсон. Что же он сказал? Он принялся изливать мне свои обиды. Мы вместе пошли по дорожке, и я, разумеется, внимательно осмотрелся вокруг. Никогда я не видел более запущенного места. Сад совершенно одичал, производя впечатление дикого запустения. Растениям позволили развиваться по законам природы, а не искусства. Не знаю, как любая порядочная женщина могла мириться с таким положением дел. Дом тоже был до крайности неряшлив, но бедняга, похоже, и сам сознавал это и пытался исправить положение, так как посреди прихожей стояла большая банка зеленой краской, а в левой руке он держал густую кисть. Он как раз красил деревянные панели. Он повел меня в свой унылый личный кабинет, и мы долго беседовали. Разумеется, он был разочарован тем, что ты не приехал сам. «Я вряд ли мог надеяться», — сказал он,
что столь скромная особа, как я, особенно после моей тяжелой финансовой потери, сможет привлечь к себе полное внимание такого знаменитого человека, как господин Шерлок Холмс. Я заверил его, что финансовый вопрос здесь ни при чем. «Ну, конечно, для него это искусство ради искусства», — согласился он, но даже в художественной стороне преступления он мог бы найти здесь кое-что для изучения. А человеческая натура, доктор Ватсон, какая черная неблагодарность во всем этом. Разве я хоть раз отказал ей в какой-нибудь просьбе? Баловали ли когда-нибудь женщину так, как ее? А этот молодой человек, он мог бы быть моим собственным сыном. Он был вхож в мой дом. И посмотрите, как они со мной поступили. А, доктор Ватсон, это ужасный, ужасный мир. Вот какую песню он затягивал снова и снова на протяжении целого часа или даже больше. У него, похоже, не было ни малейшего подозрения об их интриге. Они жили одни, если не считать приходящей прислуги, женщины, которая уходит каждый вечер в 6 часов. В тот злополучный вечер старик Амберли, желая сделать жене подарок, купил 2 билета в первый ряд балкона в театр Хаймаркет. В самый последний момент она пожаловалась на головную боль и отказалась идти. Он поехал один. В подлинности этого факта сомнений, похоже, не было, так как он показал мне неиспользованный билет, который брал для жены. «Это примечательно, чрезвычайно примечательно», — заметил Холмс, чей интерес к делу, видимо, возрастал. «Пожалуйста, продолжай, Ватсон. Твой рассказ кажется мне крайне захватывающим. Ты сам осматривал этот билет? Ты, случайно, не записал его номер?» «Как раз так и случилось, что записал», — ответил я не без гордости. Номер билета совпал с моим старым школьным номером, 31, и потому он врезался мне в память. Великолепно, Ватсон. Значит, его собственное место было либо 30, либо 32. «Совершенно верно», — ответил я с некоторым недоумением. «И это в ряду. Б. Это чрезвычайно удовлетворительно. Что еще он тебе рассказал?» Он показал мне свою кладовую сейф, как он ее называл. Это действительно настоящая бронированная комната, как в банке с железной дверью и ставнями. Неприступная для грабителей, как он утверждал. Однако у женщины, похоже, был дубликат ключа, и они вдвоем унесли наличных денег и ценных бумаг примерно на 7000 фунтов стерлингов. Ценные бумаги. Но как они смогут их сбыть? Он сказал, что передал полиции список и надеется, что их невозможно будет продать. Он вернулся из театра около полуночи и обнаружил, что дом разграблен, двери и окно распахнуты, а беглецы исчезли. Никакого письма или записки не было, и с тех пор он не слышал о них ни слова. Он тут же поднял тревогу и вызвал полицию. Холмс погрузился в размышления на несколько минут. «Ты говоришь, он занимался покраской. Что именно он красил?» «Ну, он красил коридор. Но он уже до этого покрасил дверь и деревянные панели в той комнате, о которой я говорил. И тебе не кажется это странным занятием при подобных обстоятельствах? Надо же чем-то занять себя, чтобы облегчить боль в израненном сердце». Таково было его собственное объяснение. Это эксцентрично, без сомнения, но он явно человек с причудами. Он разорвал одну из фотографий своей жены в моем присутствии, разорвал в ярости, в порыве дикой страсти. Я никогда больше не желаю видеть ее проклятое лицо. Пронзительно закричал он. «Что-нибудь еще, Ватсон?» «Да, одна вещь, которая поразила меня больше всего остального.
Я доехал на извозчике до станции Блэкхит и сел там в поезд. И вот, как раз когда он трогался, я увидел, как какой-то человек заскочил в соседний вагон. Ты ведь знаешь, Холмс, у меня наметанный глаз на лица. Это, несомненно, был тот самый высокий темноволосый мужчина, с которым я заговаривал на улице. Я увидел его еще раз на станции Лондон-Бридж, а затем потерял в толпе. Но я убежден, что он следил за мной. Без сомнения. Без сомнения, сказал Холмс. Высокий, темноволосый человек с пышными усами, говоришь ты, и в солнцезащитных очках с серыми стеклами. Холмс, ты волшебник. Я не упоминал об этом, но на нем действительно были солнцезащитные очки с серыми стеклами. И с масонской булавкой в галстуке. Холмс. Все очень просто, мой дорогой Ватсон. Но давай перейдем к практическим делам. Должен признаться тебе, что это дело, которое поначалу показалось мне до абсурда простым и едва ли заслуживающим внимания, стремительно принимает совершенно иной оборот. И хотя во время своей поездки ты упустил из виду все самое важное, тем не менее, даже те вещи, которые сами бросились тебе в глаза, дают пищу для серьезных размышлений. Что же я упустил? Не обижайся, мой дорогой друг. Ты же знаешь, что я подхожу к этому сугубо беспристрастно. Никто другой не справился бы лучше тебя. А кто-то, возможно, справился бы и хуже. Но совершенно очевидно, что ты упустил несколько ключевых моментов. Каково мнение соседей об этом человеке, Амберли, и его жене? Это ведь имеет огромное значение. А что насчет доктора Эрнеста? Был ли он тем самым ветреным ловеласом, какого можно было ожидать? С твоим природным обаянием, Ватсон, любая дама, твоя помощница и сообщница. Как насчет девушки на почте или жены зеленщика? Я так и вижу, как ты шепчешь нежные пустяки барышни в трактире «Синий якорь» и получаешь взамен твердые факты. Все это ты оставил без внимания. «Все это еще можно сделать», — возразил я. Это уже сделано. Благодаря телефону и помощи Скотленд-Ярда я обычно могу получить самые важные сведения, не выходя из этой комнаты. Собственно говоря, моя информация подтверждает рассказ этого человека. В округе у него репутация скряги, а также грубого и требовательного мужа. То, что у него в этой кладовой сейфе была крупная сумма денег, неоспоримый факт. Также верно и то, что молодой доктор Эрнест, холостяк, играл с Амберли в шахматы и, по всей видимости, крутил роман с его женой. Все это кажется ясным и понятным, и можно подумать, что больше и говорить не о чем. И все же. В чем же тогда трудность? Возможно, в моем воображении. Ну да ладно, оставим это, Ватсон. Давай сбежим из этого унылого, будничного мира через потайную дверь музыки. Карина поет сегодня вечером в Альберт-Холле, и у нас еще есть время переодеться, пообедать и насладиться искусством. Утром я встал с позаранку, но крошки от тостов и 2 пустые яичные скорлупы подсказали мне, что мой компаньон поднялся еще раньше. На столе я нашел набросанную от руки записку. Уважаемый Ватсон, есть 1 или 2 точки соприкосновения, которые я хотел бы установить с господином Джозайей Амберли. Когда я это сделаю, мы сможем закрыть это дело или нет. Я лишь попрошу тебя быть на месте около 3 часов дня, так как полагаю, что ты мне сослужишь службу. Шерлок Холмс. Я не видел Холмса весь день, но в назначенный час он вернулся, серьезный, озабоченный и замкнутый.
В такие моменты было разумнее оставить его в покое. «Амберли уже приходил?» — спросил он. «Нет». Я его жду». Он не ошибся в своих ожиданиях, так как вскоре прибыл и сам старик. На его суровом лице застыло крайне встревоженное и недоумевающее выражение. «Я получил телеграмму, господин Холмс. Ничего не могу в ней понять». Он протянул ее, и Холмс прочитал вслух. «Приезжайте немедленно, обязательно. Могу сообщить сведения касательно вашей недавней потери. Элман. Приходской дом. Отправлено в 14 часов 10 минут из Литл Пёрлингтона», — сказал Холмс. Литл Пёрлингтон, кажется, находится в Эссексе, недалеко от Фринтона. Что ж, разумеется, вы должны выехать немедленно. Это явно от официального лица, от местного приходского священника. Где мой церковный справочник? Да, вот он, Джеймс С. Элман, магистр искусств, приход Мусмаркам, Литл Пёрлингтон. Посмотри поезда, Ватсон. Есть один в 17 часов 20 минут с вокзала Ливерпуль-стрит. Великолепно. Тебе лучше поехать с ним, Ватсон. Ему может понадобиться помощь или совет. Очевидно, мы подошли к кризису в этом деле. Однако наш клиент, похоже, совсем не горел желанием отправляться в путь. «Это совершенно нелепо, господин Холмс», — сказал он. «Что этот человек вообще может знать о том, что произошло? Это пустая трата времени и денег. Он не стал бы посылать вам телеграмму, если бы ничего не знал. Немедленно ответьте по телеграфу, что вы выезжаете». «Я не думаю, что поеду». Холмс принял самый суровый вид. «Это произведет наихудшее впечатление как на полицию, так и на меня, господин Амберли, если при появлении столь очевидной зацепки вы откажетесь за нее ухватиться. Мы посчитаем, что вы не настроены серьезно в этом расследовании». Наш клиент, казалось, был в ужасе от такого предположения. «Ну, конечно же, я поеду, если вы так на это смотрите», — сказал он. На первый взгляд кажется нелепым полагать, будто этот священник что-то знает, но если вы думаете... «Я именно так и думаю», — с нажимом произнес Холмс, и таким образом мы отправились в путь. Перед тем, как мы вышли из комнаты, Холмс отвел меня в сторону и дал один совет, который показывал, что он считает это дело крайне важным. «Что бы ты ни делал, проследи, чтобы он действительно поехал», — сказал он. «Если он попытается сбежать или вернуться, доберись до ближайшего телефонного узла и отправь мне одно только слово «сбежал». Я устрою так, чтобы это сообщение дошло до меня, где бы я ни находился. Литл Пёрлингтон — место, куда не так-то просто добраться, поскольку оно находится на тупиковой ветке железной дороги. Мои воспоминания об этой поездке приятными не назовешь. Погода стояла жаркая, поезд тащился медленно, а мой спутник был угрюм и молчалив. Он почти не разговаривал, если не считать редких сардонических замечаний о бесполезности нашей затеи. Когда мы, наконец, добрались до маленькой станции, нам пришлось ехать еще 2 мили на извозчике, прежде чем мы прибыли к Приходскому дому. Там в своем кабинете нас принял крупный, торжественный и довольно напыщенный священнослужитель. Наша телеграмма лежала перед ним. «Итак, господа», — спросил он, — «чем могу быть полезен?» «Мы приехали», — объяснил я, в ответ на вашу телеграмму. «Мою телеграмму?» Я не отправлял никакой телеграммы. Я имею в виду ту телеграмму, которую вы послали господину Джозайе Амберли по поводу его жены и денег. «Если это шутка, сударь, то она весьма сомнительного свойства», — гневно произнес священник.
Я никогда не слышал о господине, которого вы называете, и никому не отправлял никаких телеграмм. Мы с клиентом в изумлении переглянулись. «Возможно, произошла какая-то ошибка», — сказал я. «Может быть, здесь 2 прихода?» Вот сама телеграмма, подписанная фамилией Элман и отправленная из приходского заведения. «Здесь только 1 приход, сударь, и только 1 священник, а эта телеграмма — возмутительная фальшивка, происхождение которой обязательно будет расследовано полицией. А пока я не вижу ни малейшего смысла затягивать эту встречу». Таким образом, мы с господином Амберли оказались на обочине дороги в деревушке, которая показалась мне самой отсталой во всей Англии. Мы направились к телеграфу, но он был уже закрыт. Однако в маленьком трактире «Железнодорожный герб» нашелся телефон, и с его помощью я связался с Холмсом. Он разделил наше изумление по поводу результатов поездки. «Чудовищно странно», — отозвался далекий голос. «Чрезвычайно примечательно. Очень боюсь, мой дорогой Ватсон, что на сегодня обратных поездов больше нет. Я невольно обрек тебя на ужасы деревенской гостиницы. Впрочем, всегда остается природа, Ватсон, природа и Джозайя Амберли, ты можешь побыть в тесном общении с ними обоими». Я услышал его сухое посмеивание перед тем, как он повесил трубку. Вскоре мне стало очевидно, что репутация скряги была заслужена моим спутником не без оснований. Он ворчал из-за расходов на дорогу, настоял на поездке в 3 классе, а теперь громко возмущался стоимостью гостиничного счета. На следующее утро, когда мы наконец прибыли в Лондон, трудно было сказать, кто из нас двоих находился в более скверном расположении духа. «Лучше заедем на Бейкер-стрит по пути», — предложил я, — «у господина Холмса могут быть новые указания». «Если они стоят не больше прежних, то от них мало толку», — злобно огрызнулся Амберли. Тем не менее, он составил мне компанию. Я уже предупредил Холмса телеграммой о часе нашего прибытия, но нас ждала записка о том, что он находится в Люишеме и будет ждать нас там. Это было сюрпризом, но еще большим потрясением стало то, что в гостиной нашего клиента он находился не один. Рядом с ним сидел человек с суровым, бесстрастным лицом, темноволосый мужчина в солнцезащитных очках с серыми стеклами и с крупной масонской булавкой, торчащей из галстука. «Это мой друг, господин Баркер», — представил его Холмс. «Он также интересовался вашими делами, господин Джозайя Амберли, хотя мы и работали независимо друг от друга. Но у нас обоих есть к вам один и тот же вопрос». Господин Амберли тяжело опустился на стул. Он почувствовал надвигающуюся опасность. Я прочитал это в его напряженных глазах и подергивающихся чертах лица. «Что за вопрос, господин Холмс?» «Только один. Что вы сделали с трупами?» Мужчина вскочил на ноги с хриплым воплем. Он вцепился костлявыми руками в воздух. Его рот был широко раскрыт, и в этот миг он походил на какую-то жуткую хищную птицу. В одну вспышку перед нами предстал настоящий Джозайя Амберли, уродливый демон с душой такой же искаженной, как и его тело. Рухнув обратно в кресло, он прижал руку к губам, словно пытаясь подавить кашель. Холмс, точно тигр, прыгнул к его горлу и пригнул его лицо к полу. Из его задыхающегося рта выпала белая таблетка. Никаких легких путей, Джозайя Амберли. Все должно быть сделано пристойно и чинно. «Что скажешь, Баркер?» Извозчик у дверей, отозвался наш молчаливый спутник. До станции всего несколько сотен ярдов. Мы пойдем вместе. Ты можешь остаться здесь, Ватсон. Я вернусь меньше, чем через полчаса.
У старого красковара в его огромном торсе скрывалась львиная сила, но он был беспомощен в руках двух опытных спецов по захвату. Извиваясь и выкручиваясь, он был оттащен к ожидавшему Кебу, а я остался нести свое одинокое дежурство в этом зловещем доме. Однако Холмс вернулся даже быстрее, чем обещал, и на этот раз в сопровождении щеголеватого молодого полицейского инспектора. «Я оставил Баркера улаживать формальности», — сказал Холмс. «Ты ведь не был знаком с Баркером, Ватсон. Он мой ненавистный соперник на берегах Сурея. Когда ты упомянул высокого темноволосого человека, мне не составило труда дорисовать картину. На его счету несколько хороших дел, не так ли, инспектор? Он действительно несколько раз вмешивался в расследование», — сдержанно ответил инспектор. «Его методы незаконны, без сомнения, как и мои собственные. Но нарушители правил порой бывают полезны, знаете ли. Вы, например, со своим обязательным предупреждением о том, что все сказанное им может быть использовано против него, никогда не смогли бы взять этого негодяя на пушку и вынудить его фактически признаться. Возможно, и нет. Но мы все равно добились бы своего, господин Холмс. Не думайте, будто у нас не было своего взгляда на это дело, и мы не наложили бы лапу на нашего человека. Вы уже извините нас за обиду, когда вы вмешиваетесь со своими методами, которые мы использовать не можем, и тем самым лишаете нас заслуженной чести. Никакого похищения славы не будет, Маккиннон. Уверяю вас, что отныне я умываю руки, а что касается Баркера, то он не делал ничего, кроме того, что я ему велел». Инспектор, казалось, заметно повеселел. «Это очень благородно с вашей стороны, господин Холмс. Хвала или хула мало значит для вас, но для нас все совсем иначе, когда газеты начинают задавать вопросы». «Совершенно верно. Но они в любом случае наверняка будут задавать вопросы, так что не мешало бы иметь на них ответы. Что вы скажете, например, когда смышленый и предприимчивый репортер спросит вас, какие именно моменты вызвали у вас подозрения и в конце концов привели к твердой уверенности в истинных фактах?» Инспектор выглядел озадаченным. «Кажется, у нас пока нет никаких реальных фактов, господин Холмс. Вы утверждаете, что арестованный в присутствии 3 свидетелей практически сознался, попытавшись покончить с собой, в том, что он убил свою жену и ее любовника. Какие еще факты у вас есть? Вы распорядились насчет обыска? 3 констебля уже на подходе сюда. Тогда скоро вы получите самый наглядный факт из всех. Трупы не могут быть далеко. Проверьте подвалы и сад. Перекопать подходящее место не займет много времени. Этот дом старше водопроводных труб. Где-то здесь должен быть заброшенный колодец. Испытайте удачу там. Но откуда вы об этом узнали и как все это было сделано? Сначала я покажу вам, как это было сделано, а затем дам объяснение, которое я задолжал вам и, в еще большей степени, моему многострадальному другу, чья помощь на всем протяжении дела была неоценима. Но сперва я хотел бы приоткрыть вам душу этого человека. Она весьма необычна, настолько, что, думаю, его местом назначения скорее станет Брадмур, психиатрическая лечебница, нежели эшафот. В нем в высшей степени развит тот склад ума, который ассоциируется скорее со средневековой итальянской натурой, чем с современным британцем. Он был жалким скрягой, который своими нищенскими замашками довел жену до такого несчастья, что она стала легкой добычей для любого авантюриста. И такой человек появился на сцене в лице этого доктора, играющего в шахматы. Амберли превосходно играл в шахматы, а это признак расчетливого ума, Ватсон. Как и все скряги, он был ревнив, и его ревность превратилась в неистовство, в манию.
Справедливо или нет, но он заподозрил интригу. Он решил отомстить и спланировал месть с дьявольской изобретательностью. «Идите сюда». Холмс повел нас по коридору с такой уверенностью, словно сам жил в этом доме, и остановился у открытой двери кладовой сейфа. «Фу ты!» «Ну и ужасный же запах краски!» — воскликнул инспектор. «Это и было нашей первой зацепкой», — сказал Холмс. «За это вы можете поблагодарить наблюдательность доктора Ватсона, хотя он и не сумел сделать правильный вывод. Это навело меня на след. Зачем этому человеку в такое время наполнять свой дом резкими запахами? Очевидно, чтобы заглушить какой-то другой запах, который он желал скрыть, какой-то изобличающий запах, способный вызвать подозрение. Затем возникла мысль о комнате, подобной той, что вы видите здесь, с железной дверью и ставнями, о герметично закрытой комнате. Соедините эти два факта, и куда они ведут? Я мог установить это, только осмотрев дом сам. Я уже был уверен, что дело серьезное, так как изучил план зрительного зала в кассе театра Хаймаркет, еще одно точное попадание доктора Ватсона, и выяснил, что ни 30-е, ни 32-е место в первом ряду балкона в тот вечер заняты не были. Следовательно, Амберли в театре не был, и его алиби рухнуло. Он совершил грубый промах, когда позволил моему проницательному другу заметить номер места, купленного для жены. Теперь возник вопрос, каким образом я мог бы осмотреть дом. Я отправил своего агента в самую глухую деревушку, какую только смог придумать, и вызвал туда нашего человека в такой час, что он никак не смог бы вернуться назад. Чтобы предотвратить любую осечку, доктор Ватсон поехал вместе с ним. Имя доброго пастора я, разумеется, взял из своего церковного справочника. Я все понятно объясняю. Это мастерски придумано, благоговейным голосом произнес инспектор. Не опасаясь, что мне помешают, я приступил к взлому дома. Взломщик — это всегда была моя запасная профессия, если бы я пожелал ее выбрать, и я мало сомневаюсь, что выдвинулся бы на первый план. Посмотрите, что я обнаружил. Вы видите газовую трубу вон там, вдоль плинтуса. Очень хорошо. Она поднимается в углу стены, и здесь, в углу, есть кран. Труба идет внутрь кладовой сейфа, как вы можете видеть, и заканчивается в той гипсовой розетке в центре потолка, где она скрыта лепным украшением. Этот конец трубы полностью открыт. В любой момент, повернув наружный кран, комнату можно было наполнить газом. При закрытых двери и ставнях и полностью открытом кране я не дал бы и 2 минут сознательной жизни любому, кто заперт в этой маленькой камере. Каким дьявольским способом он заманил их туда, я не знаю, но стоило им оказаться за дверью, как они были отданы на его милость. Инспектор с интересом осмотрел трубу. «Один из наших сотрудников упоминал о запахе газа», — сказал он, но, конечно, окно и дверь тогда были распахнуты, да и краска, или часть ее, уже была нанесена. По его словам, он начал малярные работы еще накануне. Но что же дальше, господин Холмс? Ну, дальше произошел случай, который оказался довольно неожиданным для меня самого. На рассвете я как раз пролезал через окно кладовой, когда почувствовал руку на своем воротнике, и чей-то голос произнес: «Ну-ка, мошенник, что это ты тут делаешь?» Когда я смог повернуть голову, то посмотрел в темные очки моего друга и соперника, господина Баркера. Это была любопытная встреча, которая заставила нас обоих улыбнуться. Выяснилось, что семья доктора Рэя Эрнеста наняла его для проведения расследования, и он пришел к такому же выводу относительно мокрого дела. Он наблюдал за домом несколько дней и приметил доктора Ватсона как одну из явно подозрительных личностей, которые сюда наведывались.
Арестовать Ватсона он едва ли мог, но когда увидел человека, который средь бела дня вылезает из окна кладовой, его сдержанности пришел конец. Разумеется, я рассказал ему, как обстоят дела, и мы продолжили вести это дело вместе. Почему с ним? Почему не с нами? Потому что я задумал провести ту маленькую проверку, которая так блестяще сработала. Боюсь, вы не пошли бы так далеко. Инспектор улыбнулся. Ну, возможно, и нет. Я так понимаю, господин Холмс, вы держите свое слово, что теперь полностью выходите из дела и передаете все результаты нам? Безусловно, это мое неизменное правило. Что ж, от имени всей полиции я благодарю вас. Дело кажется ясным, как вы его изложили, и с обнаружением трупов больших трудностей возникнуть не должно. «Я покажу вам одну мрачную улику», — сказал Холмс, «и я уверен, что сам Амберли ее так и не заметил. Вы добьетесь результатов, инспектор, если будете всегда ставить себя на место другого человека и думать, как бы вы поступили сами. Это требует некоторого воображения, но себя оправдывает. Итак, предположим, что вы были заперты в этой маленькой комнате, жить вам оставалось меньше 2 минут, но вам хотелось поквитаться с извергом, который, вероятно, насмехался над вами по ту сторону двери. Что бы вы сделали? Написал бы записку. Вот именно. Вам захотелось бы рассказать людям, как вы умерли. Писать на бумаге бесполезно, ее бы нашли и уничтожили. Если бы вы написали на стене, кто-то мог бы наткнуться на это. А теперь посмотрите сюда. Как раз над самым плинтусом фиолетовым химическим карандашом набросано «Нас». Это все. И что вы из этого выводите? Ну, это всего в футе от земли. Бедняга лежал на полу и умирал, когда писал это. Он потерял сознание прежде, чем успел закончить. Он хотел написать «Нас убили». Именно так я это и читаю. Если вы найдете химический карандаш при обыске трупа. Мы поищем его, можете быть уверены. Но как быть с ценными бумагами? Очевидно, никакого ограбления вообще не было. И все же эти облигации у него действительно имелись. Мы это проверили. Можете быть уверены, он прячет их в надежном месте. Когда вся история с побегом ушла бы в прошлое, он внезапно обнаружил бы их и объявил, что виновная пара раскаялась и вернула награбленное или бросила его по пути. «Вы, кажется, предусмотрели все трудности», — сказал инспектор. Само собой, он был обязан заявить в полицию, но вот почему он обратился именно к вам, я ума не приложу. «Чистейшей воды хвастовство», — ответил Холмс. Он чувствовал себя таким умным и так был уверен в себе, что вообразил, будто никто не сможет до него добраться. Он мог сказать любому подозрительному соседу: «Посмотрите, какие шаги я предпринял». Я обратился не только в полицию, но даже к самому Шерлоку Холмсу. Инспектор рассмеялся. «Мы должны простить вам ваши «даже», господин Холмс», — сказал он. «Это самая профессиональная работа из всех, что я могу припомнить». Через пару дней мой друг бросил мне экземпляр, выходящий дважды в неделю газеты «North Surrey Observer». Под целой серией кричащих заголовков, которая начиналась с «Ужас в приюте» и заканчивалась блестящим расследованием полиции, тянулась плотная колонка мелкого шрифта, где впервые давался последовательный отчет о происшедшем. Заключительный абзац был весьма характерен для всей статьи. Он гласил: «Замечательная проницательность, благодаря которой инспектор Маккиннон умозаключил по запаху краски, что за ним может скрываться другой запах,
например, газа, смелый вывод о том, что кладовая сейф могла быть также и смертной камерой, и последующее расследование, приведшее к обнаружению тел в заброшенном колодце, искусно скрытым собачьей будкой, должны остаться в истории криминалистики как вечный пример ума наших профессиональных детективов. «Ну что ж, Маккиннон, славный малый», — сказал Холмс с добродушной улыбкой. «Ты можешь подшить это в наш архив, Ватсон. Когда-нибудь эта подлинная история будет рассказана».